Здесь реки текут не водой, а жидким метаном. Небо не голубое, а оранжевое, а под ногами лед крепче стали. Да, я говорю про Титан, спутник Сатурна. Он больше Меркурия, но холоднее Антарктиды. Здесь тоже есть моря, дожди и даже подземный океан. И, возможно, именно здесь человечество построит свои первые города за пределами Земли. Готовы узнать, почему ученые всерьез рассматривают Титан как новый дом для людей? Тогда присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Но зачем нам вообще новый дом? Но сначала давайте определимся, зачем вообще человечеству тащиться за миллиард километров, чтобы жить на ледяной глыбе, где даже воздух состоит из взрывоопасного газа. Что на Земле совсем не осталось хороших курортных мест? Во-первых, представьте, что Земля — это ваш старый, но любимый автомобиль. Да, он еще ездит, но однажды двигатель может заглохнуть. Астероид, ядерная война, какой-нибудь мужичок на китайском рынке, решивший употребить в пищу экзотичное животное. Вариантов полного техосмотра хватает. Как говорил Стивен Хокинг, человечеству не следует держать все яйца в одной корзине или на одной планете. И он был прав. Стрелки часов судного дня постоянно переводят. С каждым годом они все ближе к полуночи. Так зачем нам рисковать? Мы же все страхуем квартиры, машины и даже телефоны. Почему бы не застраховать всю цивилизацию? Во-вторых, космос — это не просто запасной аэродром. Это бесконечный источник ресурсов, технологий и открытий. Про спутник Сатурна можно сочинить такую шутку, и она будет абсолютно справедлива. Если у вас закончился бензин на Земле, вы в пробке. Но если вы на Титане, то просто открываете окно и зачерпываете. Шутки шутками, но представьте, метан вместо нефти, заправка космических кораблей прямо из озера. Азотная атмосфера идеальная для выращивания растений в гидропонике. Лед — источник воды и кислорода. Так что колонизация других планет — это не побег с Земли, это расширение границ человечества. В-третьих, давайте посмотрим правде в глаза. Людям просто интересно. Мы не могли усидеть на месте, когда открывали новые континенты. Мы полезли на Эверест, потому что он был. Мы полетели на Луну, потому что она там. Как говорил легендарный ученый Карл Саган. Где-то что-то невероятное ждет своего открытия. И Титан — идеальный кандидат. Кто откажется посмотреть на закат над Метановым морем или прокатиться на дирижабле над ледяными дюнами? И, возможно, наши правнуки будут смеяться, вспоминая, что их предки боялись минус 180 градусов. А можно ли гулять по Титану? Долгие годы Титан оставался загадкой для ученых, пока в 2005-м зонд Гюйгенс не совершил историческое приземление. Это была первая в истории посадка во внешней Солнечной системе. И что же выяснилось? Титан оказался удивительно похож на Землю, только в криогенном варианте. Здесь есть моря и реки, идет дождь и даже бывает снег. Но вместо воды метан и этан, текущие по поверхности. С точки зрения условий для колонизации, Титан — один из самых гостеприимных миров за пределами Земли. Неудивительно, что ученые всерьез рассматривают его как идеальное место для первой внеземной колонии человечества. Этому есть несколько причин. Во-первых, радиация. Луна и Марс — эти скромные соседи Земли. Традиционно считаются лучшими кандидатами для переселения. Вот только радиация на них поджарит вас быстрее, чем шашлык на углях. А вот на Титане — пожалуйста. Его атмосфера гораздо плотнее, чем у любого другого тела с твердой поверхностью в Солнечной системе, не считая Венеры. Атмосфера и магнитное поле крайне эффективны, когда речь идет о защите поверхности от смертельно опасного радиационного излучения. Пока марсианские колонисты будут ютиться в подземных норах, как космические кроты, на Титане можно спокойно прогуливаться по поверхности. Если, конечно, вам нравятся прогулки при минус 180 градусах и в скафандре с подогревом. А можно ли вдохнуть полной грудью? Идем дальше. Титан — настоящий рекордсмен Солнечной системы по содержанию азота в атмосфере. Если бы здесь проводили космическую олимпиаду по наиболее похожей на Землю атмосфере, Титан взял бы золото с показателем 98% азота против наших скромных 78%. Это значит, что будущим колонистам останется лишь немного докрутить состав воздуха, добавить кислорода и желательно убрать такие специи, как циан и угарный газ, которые могут испортить любой праздник. По сути, Титан уже подготовил для нас 98% работы по созданию пригодной для дыхания атмосферы. Осталось сделать последние 2, что для космических масштабов просто смешная мелочь. А можно ли будет найти стакан воды? Титан буквально нашпигован водой. Правда, в основном в виде льда, который здесь тверже гранита. При температурах в 2 раза более низких, чем самые экстремальные морозы на Земле, вода на поверхности ведет себя скромно. Остается в вечной мерзлоте. Но главный сюрприз спрятан глубже.
Ученые подозревают существование целого подповерхностного океана соленой воды. Даже если этот подледный бар окажется закрытым, Титан все равно может похвастаться огромными запасами водяного льда. Его внешняя оболочка практически целиком состоит из этого ценного ресурса, который, к счастью, относительно легко добывать. А в 2010-м НАСА и вовсе обрадовала нас новостью о возможных ледяных вулканах. Хотя через год коллеги-ученые слегка охладили этот энтузиазм, подвергнув открытие критике. А плавать можно? На Титане можно будет обойтись без громоздких скафандров, и это уже большой плюс. В то время как большинство планет и спутников Солнечной системы встречают гостей либо полным отсутствием атмосферы, либо таким ее количеством, что и дышать-то нечем. У Марса, например, давление слабее, чем в лабораторном вакууме. Титан предлагает более уютные условия. Правда, с небольшой оговоркой. Давление здесь в 1,5 раза выше земного, примерно как на глубине 5 метров под водой. Конечно, идеальным было бы земное давление, но и нынешние условия не катастрофа. Это как жить в слегка перекачанной шине. Непривычно, но возможно. Главное, не забывать, что местный воздух состоит из азота с примесью метана, поэтому дыхательный аппарат все же понадобится. Зато можно сэкономить на противодавлении скафандра. Здесь он нужен скорее как теплая куртка, чем как герметичная капсула. А будет ли Макдональдс или KFC? Титан — это настоящий рай для космических агрономов. Его атмосфера настолько насыщена азотом, что хватит удобрить все огороды Солнечной системы. Да, сам по себе спутник — не самое гостеприимное место, температура под минус 180 — не лучшая погода для пикника, но для создания полностью автономной колонии он подходит идеально. Особенно учитывая, что до Земли тут целых 1,2 миллиарда километров. Не набегаешься за забытыми семенами. Местные дары природы, азот, метан и аммиак позволят выращивать овощи без необходимости повторно использовать органические отходы, как это делал герой «Марсианина». Хотя, если честно, даже на Титане свежий помидор с гидропонной фермы будет вкуснее, чем картошка, удобренная по марсианской технологии. А можно ли летать? Если вы мечтали летать как птица, добро пожаловать на Титан. Здесь это проще, чем где-либо еще в Солнечной системе. Благодаря гравитации, составляющей всего 14% от земной и плотной атмосфере, воздушные передвижения здесь самый логичный выбор. Представьте, разбежался посильнее, и вот ты уже паришь над метановыми озерами, любуясь оранжевыми закатами. Причем для такого полета даже не нужны сложные аппараты. Достаточно будет костюма с крыльями, как у Икара, только без печального финала. Конечно, долгосрочное проживание в условиях низкой гравитации может преподнести сюрпризы нашему организму, но для полетов эти условия просто идеальны. На Титане летать проще, чем ходить. Плотная атмосфера будет надежно держать вас в воздухе, а слабая гравитация не станет тянуть обратно к поверхности. Главное, не забыть, что местный воздух для дыхания непригоден, поэтому крылатый костюм все же лучше дополнить кислородной маской. Можно ли будет построить собственный дом? Титан — это настоящий строительный гипермаркет для будущих колонистов. Его метановые моря — это неисчерпаемый источник стройматериалов будущего. Представьте, вместо того, чтобы вырубать леса или добывать руду, как на Земле, вы просто черпаете жидкие углеводороды из ближайшего озера и превращаете их в сверхпрочные полимеры. Это как лего для взрослых, только в космических масштабах. И самое приятное — строить можно прямо на поверхности. В отличие от наших марсианских коллег, которым придется рыть бункеры как кротам, титановские поселенцы смогут наслаждаться видами оранжевых закатов из окон своих полимерных домов. Ведь, напомню, плотная атмосфера и магнитное поле Сатурна работают как природный антирадиационный щит. Хотя, признаем честно, вид из окна все равно будет так себе. Сплошная углеводородная дымка и температура под минус 180. Но зато свой дом можно будет напечатать из местных материалов, а не везти кирпичи с Земли. Марс против Титана. Когда мы говорим про жизнь на других планетах, мы в первую очередь думаем о Марсе. И действительно, если бы колонизация планет была конкурсом красоты, Марс давно бы забрал все призы. Его ржавые пейзажи хоть и пустынны, но хотя бы напоминают земные пустыни. Титан же встречает колонистов оранжевой метановой дымкой и температурой под стать гигантской космической морозилке. Но внешность обманчива. Когда дело доходит до практических вопросов выживания, сатурнианский спутник даст Марсу фору по многим параметрам. Ведь Красная планета — это в первую очередь радиационный пустырь с разряженной атмосферой, где поселенцам придется жить в подземных бункерах, тогда как на Титане можно спокойно строить дома на поверхности. Транспортный вопрос тоже решается в пользу Титана. На Марсе передвижение — это либо пыльные поездки
поездки на вездеходах по безжизненной пустыне, либо дорогостоящие запуски ракет в разряженной атмосфере. На Титане же, благодаря слабой гравитации и плотной атмосфере, мы будем парить на простейших летательных аппаратах. Марсианским колонистам такие фокусы и не снились. Их удел тяжелые скафандры и медленные переезды по каменистой поверхности. Ресурсная база — еще один козырь Титана. Марс может предложить лишь скудные запасы водяного льда и ржавую почву, которую еще нужно как-то превращать в пригодные для строительства материалы. Титан же буквально плавает в углеводородах. Их моря содержат больше энергии, чем все земные нефтяные месторождения вместе взятые. Да и с воздухом ситуация интереснее. Если на Марсе атмосфера — это жалкий 1% от земного давления, то на Титане она в 1,5 раза плотнее нашей, что открывает уникальные возможности для создания замкнутых экосистем. Однако главное преимущество Титана — его самодостаточность. Марсианская колония всегда будет на коротком поводке у Земли, зависимо от регулярных поставок. Титан же, благодаря своим углеводородным морям и азотной атмосфере, может стать по-настоящему автономным миром. Да, лететь туда в 7 раз дольше, чем на Марс. И климат там не для слабаков. Но если человечество действительно хочет не просто высадиться на другой планете, а создать новый дом среди звезд, то Титан — это выбор смелых. Тех, кто готов променять относительный комфорт Марса на безграничные возможности этого странного, но щедрого мира. Когда самый ближайший рейс на Титан? Первые экспедиции на спутник Сатурна будут напоминать полярные зимовки, только в 1000 раз экстремальнее. Представьте компактные купола из сверхпрочных полимеров, выращенных прямо из местных углеводородов, где колонисты в утепленных скафандрах будут изучать оранжевые метановые рассветы. По утрам проверка гидропонных ферм, где под искусственным светом растут генно-модифицированные культуры. Днем сбор образцов льда и углеводородов с помощью дирижаблей, ведь летать здесь проще, чем ходить. А вечером обязательный фитнес. В условиях слабой гравитации мышцы атрофируются быстрее, чем успеешь сказать метановый дождь. Ближайшие десятилетия станут решающими для титановской программы. Уже в 2037-м НАСА отправит миссию Dragonfly, беспилотный дрон-вертолет, который будет бороздить углеводородные дюны в поисках лучших мест для будущих баз. К 2050-му могут последовать первые автоматические заводы по производству топлива из местных ресурсов, а к 2080-му пилотируемая экспедиция, которая заложит фундамент первого поселения. Правда, жить там первое время придется как в гигантском термосе, с замкнутым циклом воздуха и постоянным страхом, что какой-нибудь ледяной вулкан решит неожиданно проснуться. Пока Титан готовится стать новым домом для человечества, его сосед Энцелад скромно напоминает о себе. Этот крошечный ледяной спутник, извергающий в космос фонтаны соленой воды, темная лошадка в гонке за внеземную жизнь. Если на Титане мы ищем альтернативную биохимию, то Энцелад предлагает более привычный вариант — жидкий океан под ледяной корой, нагреваемый приливными силами Сатурна. Просто представьте, пока одни колонисты будут осваивать углеводородные моря Титана, другие, возможно, уже будут бурить лед Энцелада в поисках микробов-экстремофилов. 2 мира, 2 подхода к вечному вопросу, одиноки ли мы во Вселенной. Но вернемся к Титану. К концу века здесь может появиться не просто научная станция, а полноценная колония с семьями, детьми и своими традициями. Поколение, для которого оранжевое небо — это не фантастика, а обычный вид из окна. Их дома, напечатанные из местных полимеров, будут выдерживать рекордно низкие температуры. Фермы, освещаемые искусственным солнцем, дадут урожай даже в вечной мерзлоте. А их дети, возможно, станут первыми людьми с особым титановским телосложением, приспособленным к слабой гравитации. Это будет странный и опасный, но невероятно перспективный мир. Своеобразный ковчег человечества у границ внутренней Солнечной системы. И пока марсианские поселенцы будут ностальгировать по зеленым лесам Земли, титановцы создадут свою уникальную культуру. Культуру людей, которые предпочли легким условиям Марса суровую, но щедрую реальность сатурнианской системы. Ведь если Марс — это дача человечества в космосе, то Титан — уже настоящий новый дом. Так стоит ли человечеству отправляться за 1,5 миллиарда километров, чтобы колонизировать этот замороженный, но удивительно щедрый мир? Ответ звучит однозначно «да». Титан — это не просто резервная копия Земли на случай глобальной катастрофы. Это полигон для отработки технологий будущего, лаборатория по изучению альтернативных форм жизни и, возможно, новый этап эволюции человечества. Да, первые колонисты столкнутся с невероятными трудностями. Вечным холодом, токсичной атмосферой, хотя ее и на Земле достаточно, психологической изоляции. Но разве наши предки, осваивавшие новые континенты, сталкивались с меньшими вызовами? Этот оранжевый мир с его метановыми реками и ледяными пустынями может стать тем самым
первым большим прыжком, о котором мечтал Армстронг, ступая на Луну. Здесь, под плотным азотным одеялом и защитой сатурнианской магнитосферы, у человечества есть шанс создать по-настоящему автономную цивилизацию, не зависящую от капризов земной политики и экономики. Как сказал когда-то Константин Циолковский, «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели». Титан может стать нашей первой настоящей ступенью во взрослую космическую жизнь. Стоит ли бояться холода и далекого пути, если на кону будущее всего вида? Осталось только сделать первый шаг. И кто знает, возможно, именно ваши внуки будут рассказывать детям сказки о далекой голубой планете, которую их предки когда-то называли домом. На этом на сегодня все. Если вам понравилось размышлять вместе со мной о Титане и будущем человечества, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.